Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Северный Ледовитый океан не знает милосердия. В марте он превращается в бесконечное полотно изломанного белого гипса и тяжелой, как ртуть воды. Здесь тишина — это не отсутствие звука, а предупреждение. Медведица, которую исследователи могли бы назвать нанук, а природа знала просто как воплощение материнского инстинкта, стояла на обломке однолетнего льда. Рядом, прижавшись к ее мощному боку, дрожал снежок. 4-месячный комок меха, для которого мир до этого дня ограничивался теплом берлоги и вкусом материнского молока. Они дрейфовали. То, что начиналось как удобная площадка для отдыха после удачной охоты на нерпу, превратилось в ловушку. Течение вынесло их на открытую воду, где лед был тонким, а глубина — бездонной. Первым признаком беды стал не звук, а тень. Длинный, острый, как обломок обсидиана, спинной плавник разрезал зеркальную гладь воды в 50 метрах от них. Затем второй, третий — касатки, волки океана. Касатки — стратеги. Они не просто охотятся, они играют в шахматы, где призом служит жизнь. Стая из 6 особей окружила льдину, диаметр которой едва превышал 8 метров. Это был их излюбленный прием — изоляция жертвы. Медведица сразу почувствовала вибрацию воды. Она не рычала, берегла силы. Коротким властным толчком носа она отогнала детеныша к самому центру льдины, в небольшое углубление, где лед был чуть толще. Сама же заняла позицию на краю, развернувшись грудью к ближайшему плавнику. Касатки начали карусель. Они пошли по кругу, синхронно взмахивая мощными хвостами. Под водой создавалось избыточное давление, которое поднимало края льдины. «Уф!» — глухо выдохнула медведица, когда первая волна захлестнула ее лапы. Лед затрещал. Это не был громкий звук, скорее сухой щелчок, предвещающий катастрофу. Касатки действовали слаженно. 3 кита зашли с одной стороны и, разогнавшись, нырнули прямо под край льдины. Мощный поток воды, вытесненный их телами, подбросил край площадки вверх. Льдина накренилась под углом в 30 градусов. Снежок, не удержавшись на скользкой поверхности, покатился к кромке воды. Его крошечные когти отчаянно скребли по насту, оставляя неглубокие борозды. Еще секунда — и ледяная бездна поглотила бы его. Но мать была быстрее. В невероятном для ее массы броске она перехватила его за загривок. Зубы, способные дробить кости тюленей, сомкнулись на шкуре малыша с нежностью бабочки. Она оттащила его назад, но равновесие было нарушено. Самая крупная касатка, вожак стаи, старая самка с израненным плавником, нанесла решающий удар. Она не просто подняла волну, она ударила хвостом по самой кромке льда. Удар был такой силы, что край льдины откололся. Медведица, державшая Снежка, почувствовала, как опора уходит из-под ног. Пытаясь спасти детеныша, она отбросила его вглубь оставшегося куска льда, но сама не удержалась. С тяжелым всплеском она рухнула в свинцовую воду. Холод был мгновенным и парализующим. Но еще страшнее холода были тени. Под водой мир преобразился. В мутной зелени океана она видела белые пятна на боках врагов. Они кружили под ней, выжидая, когда она выбьется из сил. Касатки не спешили, они знали, что в воде медведь, хоть и прекрасный пловец, теряет свое главное преимущество — твердую почву под ногами.
Одна из косаток прошла в сантиметрах от ее задних лап, обдав мощной струей воды. Медведица рванулась вверх. Ее легкие горели, шерсть, напитавшись водой, тянула на дно. Она видела над собой край льдины, тусклое белое пятно. Там, наверху, отчаянно и тонко звал на помощь снежок. Этот звук придал ей сил, которых не могло быть у обычного живого существа. Она буквально выпрыгнула из воды, впившись когтями в рыхлый снег. Лед крошился, она соскальзывала, косатка снизу толкнула ее в бок, пытаясь утянуть обратно, но медведица, издав яростный рев, рванулась всем телом и выкатилась на поверхность. Она стояла, тяжело дыша, а вода, стекавшая с ее боков, мгновенно превращалась в ледяные сосульки. Косатки не отступили. Напротив, их атаки стали агрессивнее. Они поняли, что жертва сильна, и решили разбить льдину на части. Медведица огляделась. В полукилометре впереди виднелось спасение — паковый лед. Огромное, неподвижное поле старого льда, которое не раскачать никакими волнами. Но между ними и этим полем была чистая вода, патрулируемая убийцами. Оставаться на месте означало медленную смерть. Льдина под ними уже напоминала обмылок мыла. «Хрррр!» — коротко приказала она медвежонку. Она снова взяла его за загривок. Снежок сжался, инстинктивно понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Медведица дождалась момента, когда стая косаток ушла на разворот для очередного маневра. Прыжок. Вода сомкнулась над ними. Теперь это была гонка. Медведица плыла так, как не плыла никогда в жизни. Ее мощные передние лапы работали как весла, разрезая ледяную кашу. Она чувствовала, как снежок прижимается к ее шее, стараясь держать голову над водой. Косатки заметили маневр. Море вокруг закипело. Одна из них вынырнула прямо перед медведицей, преграждая путь. Нанук не затормозила. Она резко сменила курс, уходя в сторону, где плавали мелкие льдинки. Это был риск — запутаться в крошеве, но это же мешало крупным косаткам развивать скорость. Черная спина мелькнула слева. Медведица ударила лапой по воде, создавая каскад брызг, и на секунду дезориентировала преследователя. До края пакового льда оставалось 100 метров. 50. 30. Силы покидали ее. Сердце билось в горле, каждый вдох давался с трудом через сжатые челюсти. Косатки предприняли последнюю попытку. Они нырнули глубоко, чтобы ударить снизу всей группой и выбросить добычу из воды. Медведица почувствовала это движение, мощный восходящий поток. Она сделала последний отчаянный рывок. Ее передние лапы коснулись твердого надежного края векового льда. Она буквально закинула Снежка на лед, а через секунду, когда вода под ее хвостом взметнулась от несостоявшегося удара китов, вытащила и свое изможденное тело. Она проползла еще несколько метров вглубь ледяного поля, прежде чем упасть. Косатки еще долго кружили вдоль кромки. Их высокие плавники-паруса насмешливо резали воду, напоминая о том, как близка была смерть. Но они знали правила игры. На твердом льду белый медведь снова становился королем. Проиграв этот раунд, стая медленно погрузилась в глубину и исчезла в серой мгле океана. Холод после ледяной ванны был коварнее, чем сами косатки. Стоило медведице остановиться, как мокрая шерсть начинала превращаться в тяжелый панцирь. Вода, зажатая в густом подшерстке, кристаллизовалась, высасывая драгоценное тепло из тела. Нанук знала, сейчас нельзя спать. Если они уснут прямо сейчас, лед скует их движение навсегда. Она принудила себя встать.
Снежок, свернувшийся было в маленький дрожащий комок, жалобно пискнул, когда мать подтолкнула его носом. Его детский мех не обладал такой водоотталкивающей силой, как у взрослой медведицы, и малыш продрог до костей. «Уф, уф!» — мерно выдыхала она, задавая темп. Они шли вглубь пакового льда, подальше от коварной кромки воды. Медведица выбирала путь между торосами, нагромождениями ледяных глыб, которые служили естественным укрытием от пронизывающего северного ветра. Ей нужно было найти сухое место, где снег был достаточно глубоким и рыхлым. Примерно через 2 километра пути Нанук нашла подходящий сугроб в затишье под высокой ледяной грядой. Она начала неистово валяться в снегу. Это не было игрой. Это был единственный способ высушить шкуру. Снег впитывал влагу из шерсти, как губка. Она терлась боками, кувыркалась через голову, работая лапами, чтобы выбить ледяную крошку. Снежок, подражая матери, тоже принялся за снежные ванны. Его движения были неуклюжими, он смешно зарывался носом в сугроб, но вскоре его мех снова стал пушистым, хоть и сохранил сероватый оттенок соли. Арктические сумерки сгустились быстро, окрасив лед в глубокие синие и фиолетовые тона. Медведица вырыла небольшое углубление в снегу, защищенное от ветра стеной тороса. Она легла спиной к ветру, надежно спрятав Снежка между передними лапами. Несмотря на усталость, Нанук не спала крепко. Ее чуткие уши ловили каждый шорох, скрип смыкающихся льдин где-то вдали, свист ветра в острых гребнях торосов. Ей почудился далекий всплеск. Возможно, касатки все еще патрулировали полынью, надеясь, что медведи вернутся к воде. Но паковый лед был надежной крепостью. Здесь, среди хаоса застывшей воды, они были в безопасности. Ночью Снежку снились кошмары. Он дергал лапами и тихо скулил, снова переживая тот момент, когда льдина ушла у него из-под ног. Медведица лишь плотнее прижимала его к себе, делясь последним теплом. Когда первые лучи бледного арктического солнца коснулись горизонта, Нанук поднялась. Она была голодна. Вчерашняя схватка сожгла колоссальное количество энергии. Ей нужно было найти продушину Нерпы, чтобы добыть жир, который позволит им выжить в этом ледяном переходе. Она посмотрела на бескрайние поля торосов. Впереди был долгий путь к материковому льду, но сегодня ее походка была уверенной. Она выжила. Она спасла свое продолжение. Медвежонок, уже более бодрый, попытался поймать лапой снежинку, летящую по ветру. Жизнь продолжалась. Арктика не стала добрее, но в это утро она казалась чуть менее враждебной.